Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Я приветствую вас на канале Пара Спиц. С вами Тоня Февралева, и я вам сегодня хочу показать очень красивый, воздушный, очень пышный, объемный узор спицами. Вот у меня образец с поворотным вязанием и с круговым вязанием. Такой он розовый, зефирный, очень классный, подойдет для изделий для интерьера. Например, коврик можно связать в ванную или в прихожую, будет очень хорошо, знаете, как тактильно ногами, то есть тут прям такие, посмотрите, какие объемные полосочки, будет классно. Также можно связать сумку. Знаете, есть такие, крючком вяжут объемные сумки, вот такой узор тоже подойдет для такой сумки. И еще, мне кажется, будет классно смотреться подушка. Такая вот розовая, либо белая, либо серая. То есть это тоже будет так объемно смотреться, рельефно на кровати, либо на диване. Будет очень классно украшать. Из тонкой пряжи, я думаю, и для одежды будет хорошо смотреться. Можно, кстати, в качестве резинки использовать. Я покажу вам, как вязать этот узор для поворотного вязания и для кругового. Дорогие мои вязальщицы, если вам пока все нравится, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Тем самым вы меня очень сильно поддержите. А я буду стараться снимать для вас самые классные, самые красивые узоры. Для поворотного вязания раппорт узора 3 петли плюс 2 кромочные, 2 ряда. То есть вам нужно набрать количество петель кратное 3. 3, 3, 3, 3, 3, набрали много раз по 3 и в конце добавьте 2 кромочные петли. Можно начинать узор сразу с первого ряда, как я сейчас покажу, а можно провязать один установочный ряд. То есть он будет на изнаночной стороне, когда наберете петли, начинаете вязать установочный ряд. 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные. Потом поворачиваете и уже начинаете вязать узор. А можно сразу набрать петли и сразу же начать вязать узор с первого ряда. Итак, первый ряд узора. Кромочная петля. Мы ее снимаем, не провязывая. Дальше у нас раппорт. 1 петля лицевая. Дальше провязываем следующую петлю лицевой. Не снимая этой петли, провязываем лицевой петлю на ряд ниже. И еще раз повторим лицевой верхнюю петлю и лицевой нижнюю петлю. У нас получилось с вами из следующей петли мы вывязали 4 петли. У нас получилась одинарная петля обычная и четверная петля. Я буду их так называть. 1 петля изнаночная. Это наш раппорт, и мы будем повторять его до конца ряда. 1 петля лицевая, следующую петлю провязываем лицевой, не снимая петли, провязываем лицевой на ряд ниже петлю и снова верхняя лицевая, нижняя лицевая, скинули, 1 изнаночная. Опять повторяю, 1 петля лицевая простая, 2 петля у нас 1 раз лицевая, 2 раз на ряд ниже, 1 раз лицевая, 2 ряд на ряд ниже, изнаночная. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда, пока петли не закончатся. Последняя петля у нас будет кромочная. 2 ряд кромочная петля. Далее раппорт, 1 петля лицевая. Далее, смотрите, вот наша четверная петля, вот она большая, и вот наша одинарная петля. Мы провязываем изнаночной одинарную петлю сначала, провязали, не скидывая, теперь провязываем изнаночной вот эту четверную петлю. Все 4 петельки из этой петли провязываем. Скинули. И у нас получается, они поменялись местами. Это раппорт, повторяем его до конца ряда. 1 петля лицевая. Провязываем изнаночной сначала
вторую петлю, потом первую большую петлю. Чтобы нам вот эту вот большую петлю четверную провязывать легко, вы в первом ряду свободнее петли делаете. И последняя петля у нас будет кромочная. Вот и все. Повторяйте эти 2 ряда и получите вот такую вот красоту. Вот такой вот нежный, воздушный, объемный узор. С обратной стороны он вот так вот смотрится на изнанке. Для вязания по кругу, для этого узора нам понадобится количество петель кратное 3. Вязать будем 2 ряда, то есть вы набираете 3, 3, 3, 3, 3 петли и так до конца ряда. После того, как набрали петли, сразу же начинайте вязать первый ряд. Либо можете так же, как и в поворотном вязании, первый ряд провязать установочным, а потом уже начинать приступать к узору. Установочный ряд будет выглядеть так: 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, и так до конца ряда. Первый ряд узора: 1 петля лицевая, следующую петлю провязываем лицевой, не снимая, провязываем лицевой петлю на ряд ниже, и еще раз провязываем верхнюю петлю лицевой и на ряд ниже лицевой. Опять у нас вышла четверная петля, 1 петля изнаночная. Это раппорт, повторим его до конца ряда: 1 лицевая, верхняя лицевая, нижняя лицевая, верхняя лицевая. Видите, как я вытягиваю петли? Нижняя лицевая. Так будет удобнее вязать. 1 изнаночная, 1 лицевая, делаем четверную петлю, 1 изнаночная. Заканчиваем первый ряд, перекидываем маркер и приступаем ко второму ряду. У нас первая петля обычная, а вторая петля пышная, объемная, четверная. И вот нам надо с вами перекрестить эти 2 петли с наклоном вправо. То есть мы забираем спереди или впереди большую четверную петлю, все петли скидываем и первую петлю обычную мы переснимаем на левую спицу. Затем возвращаем четверную петлю. Вот, мы их поменяли местами. И теперь нам нужно 2 эти петли провязать просто лицевой. Сначала вяжем первую петлю лицевой, объемную. Потом вяжем вторую петлю. И изнаночная. Это наш раппорт, и мы будем до конца ряда повторять. Меняем местами петли. И провязываем их лицевой. Сначала большую, потом обычную. 1 изнаночная. И так повторять этот раппорт до конца ряда, до нашего маркера. И получится вот такая вот красота. Очень пышный, объемный. Я вам очень рекомендую связать образец, и вы просто ощутите вот эту вот нежность. Он достаточно плотный, но при этом очень нежно смотрится, как какие-то бутоны таких маленьких роз, которые только-только раскрываются. Я вот уверена, что вам понравится. Сегодня был такой узор. Надеюсь, он вам понравился. Обязательно попробуйте связать что-нибудь с этим узором, хотя бы просто образец. Подпишитесь, чтобы меня не потерять, поставьте лайк. Ну и встретимся в следующих видео. Всем пока!